девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой объемный воздушный зефирный свитерок. Вяжется он максимально просто и очень быстро. Как вы видите, здесь очень крупная вязка. Он состоит всего лишь из прямоугольников, передняя и задняя часть и 2 рукава. И также при желании можно добавить горловину. Что касается пряжи, эту пряжу мы использовали недавно в этом мастер-классе, когда мы с вами вязали шапку и шарф. Это пехорка смесовая в 200 метрах 200 грамм, состав 30 шерсть, 70 акрил, мой цвет 01 белый. Для этого свитера я использовала большой крючок номер 12. Вы можете, в принципе, использовать любой, зависит от того, насколько плотную вязку вы хотите получить. Видите, она у меня очень и очень свободная, объемная. И даже 12 крючком я вязала свободно, не плотно. В принципе, такую вязку можно вязать и 10 крючком, видите, он поменьше, но вам просто нужно будет контролировать повнимательнее натяжение петель. Делать их как можно более одинаковыми. И по пряже я уточнила этот момент в том видео с шапкой и шарфом. Здесь также повторюсь, чтобы вы знали, мне, возможно, не повезло с партией. Я когда купила целую упаковку этой пряжи, она уже в мотке была вот с вот такими катушками. То есть потом, когда уже полностью связалось изделие, я сидела и вот вытаскивала просто пальчиками все катышки со всего свитера. Но когда я ее приметила в Леонардо, там моточки были абсолютно гладкие, то есть не было никаких катышек. Возможно, просто мне не повезло. Так что сами делайте вывод, нужна ли вам такая пряжа. Конечно же, со временем она во время носки будет скатываться. Также примерные аналоги толстенькой пряжи и точный расход на мой свитер я напишу в описании под видео. Такие красивые косы получаются за счет чередования соединительных столбиков с накидом в одну и другую сторону. И для наглядности я вам связала несколько образцов из этой пряжи, чтобы вы видели, какие косы получаются. Все эти образцы мы уже с вами вязали в предыдущих мастер-классах. Например, смотрите, вот такие косы получаются, когда мы чередуем столбик без накида в одну сторону, полустолбик с накидом в другую сторону. Такую вязку мы делали вот в этом сиреневом кардигане. Далее вот такие косичка к косичке получаются за счет чередования соединительных столбиков, что сверху вниз, что снизу вверх. Такой узор мы вязали вот в этом зеленом жилете. Такой узор получается, когда мы чередуем соединительный столбик с накидом. Такой узор мы вязали в этом кардигане Кучинелли. Далее вот такие косички, которые расположены далеко друг от друга. Это у нас полустолбик с накидом, в обратную сторону соединительный столбик. Такой узор мы с вами вязали вот в этом розовом джемпере. И вот это я вам просто хотела показать, как будет выглядеть самая обычная вязка, самыми обычными столбиками без накида, но за обе стеночки петли. Все вот эти предыдущие образцы мы вяжем, и этот в том числе, за заднюю стеночку петли. Именно поэтому получаются вот такие косы. А вот этот вариант мы вяжем просто за обе стеночки петли, самые обычные столбики без накида, тоже, кстати, очень неплохой вариант. Но какой единственный момент может вас подстерегать, если вы будете вязать тоже такой же объемной вязкой, примерно таким крючком и примерно из такой объемной толстенькой пряжи. Сразу все учесть невозможно, поэтому я даже не задумывалась об этом моменте. Но смотрите, опираясь на мой опыт, вы сможете связать идеальный свитерочек. Я вот когда набирала воздушную цепочку на свой свитерочек, потом провязала какое-то количество рядов, ну, предположим, 5 рядов, прикладываю к плечику, смотрю, какая длина, нравится ли мне все. Потом провязала вот эти укороченные ряды для горлышка. Также у меня на столе все лежит, все мне. Я опять же измеряю по длине, мне все нравится. И вот когда я уже полностью связала переднюю половину, я примеряю на себя, хочу посмотреть, как это все смотрится. А смотрите, какая красота получилась. Все вытянулось под тяжестью пряжи. Я изначально планировала примерно вот такой длинный свитерочек. Я, конечно же, все распустила. Поэтому вы, когда начнете вязать этот свитер, вообще нет никакого смысла делать образец, потому что это все будет понятно только после того, когда вы свяжете полностью деталь. Вы это будете подбирать так же, как и я, вот опытным путем, но примерно вот опираясь на то, что я вам сейчас показала на фото. И относительно размеров моего готового свитерочка. В том растянутом свитерочке я набирала примерно 60 воздушных петель. Здесь я буду набирать в 2 раза меньше. Поэтому такой небольшой совет, что может помочь понять, какой свитерочек получится в итоге, когда вы свяжете всю деталь. Вы начинаете вязать вот эту свою деталь, например, перед. Набираете какое-то количество воздушных петель. Провяжите примерно рядов 6-7, то есть чем больше, тем лучше. И вот так его растяните. Не прям сильно, а вот так прям слегка растяните. Примерно
такой длины он у вас и будет, когда вы свяжете в итоге всю свою деталь. Конечно же, в процессе он может еще потом побольше растянуться, либо наоборот не сильно растянется. Это все невозможно предугадать с вот такой объемной вязкой и с такой толстой пряжей. Поэтому это все подбирается практичным путем. Ничего страшного, если вы перевяжете, вяжется он очень быстро. Для начала свяжем переднюю часть. Смотрите, мы сначала свяжем просто самый обычный прямоугольник, какое-то количество рядов, которое нужно именно вам. Это зависит от того, какой ширины вы хотите свитерок получить. Далее провяжем несколько укороченных рядов. Мы сделаем вот такую ложбинку для того, чтобы наш ворот свитера потом хорошо лежал вокруг нашей шеи. И потом доберем точно такое же количество рядов, как и в самом начале. Смотрите, когда мы вяжем вот такие узоры пышные, когда мы сильно вытягиваем петельки, нам очень важно сделать так, чтобы вот эти парные элементы, например, как два рукава, либо перед и спинка, были абсолютно идентичными по высоте. Единственная сложность заключается в том, что когда мы вяжем объемно, мы вот первую деталь раз набираем, и рука у нас приноровилась, да, уже. Раз мы начинаем вязать спинку, и мы, возможно, уже потуже начинаем набирать вот эту изначально набранную цепочку. Поэтому, когда мы сейчас будем начинать вязать переднюю часть, мы набираем нужное количество петель на свой свитерок, и вот эту воздушную цепочку замеряем, сколько в ней сантиметров в нерастянутом виде. И потом, когда мы будем начинать вязать спинку, мы набираем точно такое же количество петель, и оно должно совпадать по сантиметрам столько же, сколько и вот на передней части. Потому что есть вероятность, что воздушную цепочку на спинку вы начнете вязать туже, соответственно, деталь у вас получится меньше, либо наоборот, вы будете вязать сильно растянутыми петельками. Задняя деталь у вас получится сильно длинной. Когда я набирала воздушную цепочку на переднюю часть, я куда-то записала, сколько сантиметров она у меня получилась, потом забыла, где это записала, и вот поэтому у меня несколько раз пришлось перевязывать заднюю часть, потому что я не помнила, сколько вот сантиметров у меня была воздушная цепочка напереди. Поэтому вы обязательно записывайте. Смотрите, я вам сейчас пример буду показывать на небольшом образце, потому что у меня уже почти все связано. Смотрите, я изначально набираю воздушную цепочку из 32 воздушных петель, это уже с одной петлей подъема. Вы набираете свое количество. Моя резиночка здесь снизу составляет 5 петель. Вы можете провязывать большее количество, меньшее, в зависимости от того, вот как вы хотите, чтобы выглядела ваша резиночка по низу. Делаем закрепительную петельку, как обычно. Я вяжу хоть и 12 крючком, но также свободно, не затягиваем. Я набираю, как я уже сказала, 32 воздушные петли на свой размер. Сейчас на маленьком примере я наберу поменьшее количество петель. Вы набираете свое количество. Провязываем самую обычную воздушную цепочку. Вот, к примеру, набрала 32 воздушные петли. Вот в этом нерастянутом положении я сейчас замеряю, сколько она у меня сантиметров. Обязательно записывайте. Это потом нам пригодится. Далее в первый ряд провязываем, как обычно, за задние перемычки. Со второй петельки от крючка. Вот она первая, вторая. И вот ее перемычка. Вот эту первую вот так чуть-чуть подтянуть петельку. И делаем соединительные столбики с накидом. Делаем накид. Продеваем крючок в перемычку. Вытаскиваем петельку, и эту же петельку, которая самая первая, ниточку, проводим через 2 петли на крючке. Вот так каждый раз подтягиваем чуть-чуть, чтобы у нас это все не тянулось, чтобы у нас было пышное вязание. Вот эту первую петлю всегда обязательно отмечаем, для того, чтобы у нас не уменьшалось каждый раз количество петель в ряду, чтобы не надо было ничего считать, не надо было искать эти петли. Далее сделаем все то же самое. То есть, смотрите, самый основной узор у нас соединительные столбики с накидом за заднюю стеночку петли. Резиночку мы вяжем либо соединительными столбиками, либо столбиками без накида. Далее, смотрите, как я уже сказала, чуть-чуть вытягиваем. Делаем опять накид, проводим в перемычку, вытаскиваем нить и эту же ниточку проводим через 2 петли на крючке. Опять вытягиваем вот так чуть-чуть. Смотрите, чтобы вам было удобнее, как я приноровилась. Кстати, я обычно держу крючки вот так, как ручку. Здесь же мне было очень удобно держать его вот так, как ножик. Потому что вот в таком положении мне как-то было не очень комфортно. Такое ощущение, что вязание было намного дольше. А вот здесь прям вот так, как по маслу шло. А вы берите крючок, как вам удобнее. Смотрите, делаем накид, продеваем в перемычку, вытаскиваем ниточку и вот придерживайте вот эту вот перемычку пальчиком, чтобы она не вытягивалась. И вот так вот проводите крючком. И вот так подтягивайте, чтобы была здесь большая петелька. Смотрите еще раз. Накид в перемычку, вытягиваем ниточку и вот так раз пальчиком и вытягиваете. Потому что если мы не будем придерживать вот эту перемычку, смотрите, к примеру, это все будет, видите, неудобно, непонятно, куда крючок хочет залезть. Раз, вот так взяли, и он хорошо проскальзывает. Так, смотрите, это у нас верхняя часть изделия, здесь будет резиночка снизу, там, где у нас хвостик. Провязывайте нужное количество соединительных столбиков с накидом до низа, оставляйте такое количество непровязанных, сколько вы хотите оставить на резиночку. Как я уже сказала, в моем свитерочке по низу резиночка будет составлять 5 петелек.
Ну, давайте здесь делаем раз, два, три, четыре. Давайте 4 здесь делаем, потому что маленький образец. Так, вот, смотрите, осталось 4 недовязанные перемычки. В них, смотрите, я в своем случае провязывала соединительные столбики. Но какой может быть здесь момент? Если, к примеру, вы сильно слишком будете затягивать эти соединительные столбики, у вас весь свитер будет такой весь объемный, а именно к низу он у вас сильно вот так будет заужаться. Причем даже когда вот вы, возможно, здесь уже поверху свяжете нужное количество, нужную ширину вашего свитера, раз вы примерите на себя, а вот здесь резиночка не сходится, например, на бедрах, либо там на талии. Поэтому, если вы вяжете соединительными столбиками, вяжите их очень и очень расслабленно. Сейчас нам нужно сильно вытянуть петельку, заводим крючок в перемычку и провязываем просто соединительный столбик. Не обращайте внимания на то, что он такой, кажется, сильно большой петлей. Потом это все чуть-чуть будет заужаться. Опять посильнее вытягиваем петельку и опять заводим в следующую перемычку. Провязываем соединительный столбик. Опять вытаскиваем посильнее. Проводим крючок в перемычку, провязываем соединительный столбик, вытаскиваем и в последнюю перемычку. Вот так побольше подтянули. В конце каждого ряда делаем всегда петлю подъема, разворачиваем всегда в одну и ту же сторону. Вот сделали петлю подъема, либо вот так разворачиваем, либо вот так на себя. Это нужно для того, чтобы здесь у нас были по низу и по верху ровные края. Так, петля подъема. Привязываем всегда со второй петельки от крючка. Вот она первая, вторая. Абсолютно все вязание провязываем за задние стеночки косички. В моем примере резиночка составляет 4 петельки, поэтому сейчас мы также будем провязывать 4 соединительных столбика. Со второй петельки от крючка за заднюю стеночку так чуть-чуть вытянули и провязываем соединительный столбик первый. Сильно вытягиваем посильнее. Первый обязательно отмечаем. Далее следующая петелька за заднюю стеночку. Второй соединительный столбик вытягиваем. Третий. И четвертый. То есть вы провязываете такое количество каждый раз соединительными столбиками, сколько у вас составляет ваша резиночка. И далее идет наш основной узор. Просто до маркера сверху провязываем соединительные столбики с накидом за заднюю стеночку. Делаем накид, провязываем, вот так придерживаем и вытаскиваем петельку посвободнее. Накид, следующая петля. И провязываем до конца ряда. В последнюю петлю, отмеченную маркером, что здесь сверху, что здесь снизу, всегда провязываем за обе дужки косички, для того, чтобы у нас эти края не были подвержены сильно растяжению. В последнюю петельку провязываем за обе стеночки. Петля подъема, разворачиваем. Опять со второй петельки от крючка за заднюю стеночку соединительные столбики с накидом. Первую всегда отмечаем и провязываем, оставляя такое количество петель, сколько у нас составляет резиночка. Подошли к резиночке, провязываем обычные соединительные столбики. Вытягиваем посильнее петельку, заводим крючок. Первый столбик, следующий, второй, третий. И последнюю петельку, отмеченную маркером, как я уже сказала, провязываем за обе стеночки. Вытягиваем также последнюю петельку, чтобы у нас здесь не стягивался край. Петля подъема, разворачиваем. Опять провязываем соединительными столбиками такое количество петель, сколько у вас составляет резиночка. У меня это 4 петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Далее до верха вяжем как обычно, за задние стеночки, соединительные столбики с накидом. Опять подошли к маркеру. Маркер за обе стеночки провязываем. Соединительный столбик с накидом. Петля подъема, разворачиваем. Все, и провязываем абсолютно идентично такое количество рядов, сколько вам нужно. Каждый раз все это примеряйте на себя. Я провязала какое-то количество рядов. Раз прикладываю какой-либо из этих уголочков к началу шеи. Смотрю, насколько он у меня спадает с плечика, нравится ли мне ширина, которая получается по телу. И заканчиваем вязание нужной ширины вашего прямоугольника здесь снизу. И обязательно контролируйте одинаковость петель, которыми вы вяжете, то есть чтобы это все было как можно ровнее, аккуратнее. Если вы провязали какое-то количество рядов и
смотрите, что прям сильно заужается вот здесь, где мы вяжем соединительными столбиками снизу, либо распустите, провяжите еще более свободными петлями, как я вам уже сказала, здесь вяжем посвободнее, либо провяжите вместо соединительных столбиков столбики без накида. В таком случае резиночка будет чуть-чуть пошире и не будет так сильно заужаться к низу. И смотрите, на моем свитерочке я провязала вот этот вот прямоугольник в количестве 9 косичек. 9 косичек — это 18 рядов, то есть одна косичка у нас составляет 2 ряда. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сейчас уже будем провязывать вот это вот углубление. И что касается, какое количество петель нужно здесь оставить на углубление. Смотрите, это все настолько индивидуально, это зависит от того, насколько у вас объемная вязка, какая у вас пряжа. Очень много факторов, которые могут на это повлиять, поэтому здесь высчитать это никак невозможно, только лишь практичным путем. Потому что изначально углубление я сделала в количестве, по-моему, 5 петелек, потом я связала всю переднюю часть, потом примеряю один раз, второй, он у меня постепенно растягивается под весом, да, вот, потому что когда вот если его так сейчас взять, он прям хорошо растягивается. И вот смотрите, какая красота получилась, то есть очень сильно вытянуло все. Мне такой, конечно же, большой вырез не нужен, мне нужен был маленький, просто лишь бы вот эта вот часть не давила на горлышко. Потом уже я поняла, что эта пряжа с таким узором очень сильно растягивается, и мне здесь, именно в моем случае, достаточно всего лишь отступа в одну недовязанную петельку. То есть, смотрите, это, по сути, самый обычный тоже прямоугольник, просто на одну петельку мы не довязываем вот здесь от нашего сейчас провязанного прямоугольника. Возможно, большее количество петель понадобится, если вы будете вязать более плотным узором. То есть, к примеру, даже если точно такой же узор вы будете вязать, там, к примеру, крючком 8, 9 или 10, в таком случае у вас вязка не будет так сильно растягиваться, и тогда вам нужно будет чуть-чуть побольше сделать отступ. Например, не довязать 2 петельки. Если вы вяжете из тонкой пряжи, например, из Lana Gold, там вообще нужно будет, к примеру, ну вот такое количество. Сколько здесь поместится петель из Lana Gold? Ну, к примеру, 5, да, петель. Это все подбирайте абсолютно индивидуально. Заранее это сказать невозможно. Итак, сейчас мы закончили вязание снизу. Сделали петлю подъема, разворачиваем. И, как и в моем случае, я провязываю все аналогично, как мы это делали только что. Просто не довязываю одну петельку, вот которая у нас отмечена маркером. Вот я довязала до маркера, эту петельку, отмеченную маркером, я пропускаю, просто делаю петлю подъема, разворачиваю и вяжу вниз, как обычно. Делаем то же самое, эту первую петельку отмечаем и провязываем до низа. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот этот вот укороченный ряд, вот это сейчас углубление мы провязываем. И провязываем такое количество рядов, сколько вам нужно. Каждый раз все это примеряйте на себя. Тоже смотрите все это с учетом того, что свитерок растягивается, также он будет подтягиваться вот так вниз, то есть вот эта вот часть будет растягиваться, то есть не делайте ее слишком большой. Я свое углубление провязала, смотрите, в количестве 4 косичек. 1, 2, 3, 4. То есть я провязала 8 рядов. Вот эту часть вяжем абсолютно логично, как и тут, то есть самый обычный прямоугольник. В каждом новом рядочке здесь самую последнюю петельку обязательно отмечаем, чтобы у нас здесь был ровный край. Вот смотрите, к примеру, я закончила вязать углубление, нужное количество рядов я провязала. Как в моем свитерочке это 4 косички, вот здесь 2 косички. Все, вязание мы здесь останавливаем снизу. Далее сейчас мы подбираемся к верхнему маркеру, довязываем до него. Подобрались к маркеру, провязываем соединительный столбик с накидом за заднюю стеночку, не за обе, а за заднюю, именно в данном случае. И сейчас нам нужно подобраться к той же высоте, как вот этот наш первый прямоугольник. Смотрите, я здесь пропускала, не довязала одну петельку, соответственно, я сейчас провяжу 1 петелька плюс 1 петля подъема. То есть я сейчас провяжу 2 петли еще, 2 воздушные петельки. Смотрите, провязываю 1, 2. То есть 1, которую мы пропустили, и 1 на подъем на следующий ряд. К примеру, вы здесь пропускали не одну, как я, а 5, к примеру, петель, да, на свой вырез. Соответственно, вы здесь набираете 5 петель плюс 1. То есть набираем плюс 1 петелька к тем пропущенным, сколько вот вы пропустили на свое углубление. Далее разворачиваем. Также со второй петельки от крючка, первую не считаем. За заднюю стеночку провязываем соединительный столбик с накидом, как обычно. Перевешиваем маркер на первую петлю и до низа провязываем, как обычно.
Смотрите, что у нас получилось. То есть мы сейчас будем провязывать как бы ответную часть, точно такое же количество рядов, сколько вот мы провязали здесь на первом прямоугольнике. Провязываем нужное количество рядов, а заканчиваем здесь вязание снизу. И вот что у меня получилось. Смотрите, здесь с обратной стороны я также провязала 9 косичек, то есть 18 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот самая последняя косичка. Смотрите, как в целом все это выглядит. Вот такое небольшое заужение к низу получилось. Здесь хвостик обрезаем. Далее провязываем заднюю часть. Мы вяжем все абсолютно идентично, только здесь у нас будет самый обычный прямоугольник, без вот этого вот углубления, потому что здесь, в принципе, сзади он нам абсолютно не нужен. Следите, чтобы у вас было такое же количество рядов, ну, либо ориентируйтесь по количеству косичек. Оно у нас должно равняться столько же, сколько и на передней части. В ширину передняя и задняя часть у меня получилось 73 сантиметра, в длину 50 сантиметров. У наших прямоугольников есть лицевая и изнаночная сторона. Вот это лицевая, там, где у нас косички смотрят вниз, вот это изнаночная, которая смотрит вверх. Сейчас нам нужно не спутать и прикладываем лицевой стороной друг к другу наши две детальки. Мне удобнее было сшивать здесь, где у меня передняя часть, там, где у меня углубление. И сейчас будем сшивать по вот этим плечевым шовчикам. Здесь до вот этого верхнего рядочка, до углубления. И здесь от углубления до края. Сшивать можно либо крючком, либо иголкой с толстым ушком. Провяжите и тот, и другой вариант. Посмотрите, какой вам больше нравится, потому что там, где мы делаем шовчики толстой пряжей и крючком, возможно, не всем может понравиться шов, который получается. Он получается такой достаточно плотненький, толстенький. Там, где мы сшиваем иголочкой, шов получается совсем другим, он получается более таким пластичным. Поэтому попробуйте и тот, и другой вариант. И прикладываем лицевой стороной друг к другу косичку к косичке. Вот смотрите, первая косичка на одной стороне, вот она вторая. Можно, кстати, если хотите, закрепите в нескольких местах вот этими булавками, чтобы было удобно. Продеваем крючок в самую угловую петельку за обе стеночки. Если вы будете сшивать крючком, возьмите крючок поменьше, чтобы было удобно сшивать. Далее также самую угловую петельку на противоположной стороне. Вытаскиваем нить, делаем закрепительную петельку. Потом этот хвостик мы закрепляем на несколько узелочков и обрезаем. Так как у нас объемная вязка, соответственно, и шовчик у нас тоже не должен стягивать здесь по этому краю. Наши изделия чуть-чуть повытянутее делайте петельки. И, например, будем сшивать соединительными столбиками. Далее, смотрите, я сейчас продела в бок косички. Ну, например, вот можно следом провязать в середину между косичками здесь, на этой стороне, и здесь, на этой, соединительный столбик. Вытягиваем чуть-чуть. Далее вот идет опять моя косичка. Прям видно, да? В нее продеваем. И также на обратной стороне. То есть обязательно контролируйте этот момент, чтобы здесь был красивый шовчик, чтобы здесь не было сдвинутых косичек. Прям чтобы была косичка косички. Все, и вот таким образом сшиваем до нашего выреза. Вот довязала до впадинки, там, где у меня уже начинается вырез, провязала самую последнюю косичку. Здесь можно сделать петельку закрепительную. Обрезаем, закрепляем на изнанке на узелочке. Так, вытянули хвостик. И, к примеру, либо можно вот таким образом заправить в шовчик, либо можно расслоить вот эту ниточку на несколько и завязать на узелки. На противоположной стороне делаем все абсолютно идентично. Вот он наш шовчик с изнанки. Таким образом он выглядит с лицевой стороны. Вот так его можно выпрямить, чтобы он не был как бы таким загнутым. Ну, это, в принципе, после стирки, после носки все выпрямится. И вот, смотрите, также сделайте, чтобы было все красиво. Вот прям видите, косичка, продолжение косички. Что у нас получилось? После сшивания я уже вывернула на лицевую сторону. Вот у нас отверстие для головы. Сейчас на данном этапе еще раз примеряйте на себя. Смотрите, нравится ли вам все, что у вас получилось. Пока что мы не пришили окончательно рукава и не стали вывязывать горлышко. Пока есть время что-то исправить. И сейчас уже будем приступать к вязанию рукавов. Смотрите, сейчас вам нужно надеть это все на себя. Вот так хорошенько также чуть-чуть потяните, ну, прям слегка, вот эту вот часть, которая у вас спадает с плечика, потому что, опять же, потом во время носки, после стирки это все подрастянется. Чтобы нам сейчас понятнее было, какой длины нужно связать рукава. Я сейчас надела все это на себя, вот так чуть-чуть растянула и примерно замерила вот докуда вот эта часть у меня лежит, то есть, к примеру, вот до сюда, да, и вот отсюда я просто в сантиметрах замерила вот до запястья, где я хочу, чтобы у меня закончился рукав. И это количество сантиметров просто отмеряю от низа своего свитерочка до
наверх и смотрю, сколько в этих сантиметров у меня получается петель. Это просто самый простой способ, какой длины нужно связать рукава. Вот такие рукава у меня получились. Они у меня получились совсем коротенькие, кому интересно. Вот в таком не растянутом виде они у меня получились 32 сантиметра. То есть, чтобы не ошибиться с длиной рукава, провяжите какое-то количество рядов, ну там, к примеру, 5-6 рядочков. Тоже так слегка потяните чуть-чуть. Примеряйте вот эту деталь снова на себя. Прикладывайте вот эти провязанные несколько рядочков к вот этой части, где мы сейчас будем пришивать рукава. И смотрите, нравится ли вам длина. На свои рукава я набирала всего 23 воздушные петли. И резиночку я здесь делала в количестве 4 петель. Провязала в ширину 15 косичек, то есть 30 рядов. В длину рукав получился 32 сантиметра, в ширину 46 сантиметров. Рукава вяжем абсолютно идентично, как и спинку, то есть у нас что снизу, что сверху абсолютно ровные края. И смотрите, каким образом получаются вот такие плотные косички, резиночка на рукавах. Просто мы вяжем вот эту вот часть резиночки очень-очень туго. Как я вам говорила, по низу свитерочка мы вяжем очень расслабленно, чтобы у нас сильно не затягивался низ. Здесь мы вяжем, наоборот, очень туго. Смотрите, как обычно делаем петлю подъема, подтягиваем петельку. И опять, смотрите, со второй петельки от крючка провязываем соединительные столбики, просто их затягиваем. Если вам неудобно вязать резиночку толстым крючком, просто возьмите крючок поменьше, именно для резиночки. Резинку вяжите крючком поменьше. Тогда она у вас, видите, будет такая с маленькими косичками, то есть не надо будет ничего затягивать. И когда вот провязали ширину своей косички, подтягиваем петельку и возвращаемся к нашему крючку и провязываем наш обычный привычный узор. То есть, когда мы подходим сверху к косичке, провязываем косичку плотными соединительными столбиками, и обратно, когда вяжем косичку снизу наверх, также вяжем плотно. Но учтите такой момент, что прям уж очень сильно затягивать эти петельки на резиночке не нужно, потому что есть вероятность, когда вы довяжете нужное количество рядов вот здесь по основной части в ширину вашего рукава, вы потом раз примерите на себя, а здесь это все будет хорошо, да, ширина будет устраивать, а здесь резиночка может не сойтись, потому что вы ее провязали очень туго. Поэтому выбирайте оптимальную для себя плотность вязания резинки. Лучше даже ее связать чуть-чуть посвободнее. Просто потом, когда мы сошьем рукава полностью, можно будет просто продеть с изнаночной стороны эластичную нить. Здесь вот по краешку с изнаночной стороны задевая петельки просто змейкой. И здесь доберемся до начала, просто завязываем на узелок, и все, у нас будет эластичная резиночка на манжете. Вязание рукава точно так же заканчиваем снизу, там где у нас резинка. Можно обрезать, заправляем на изнанке. И на данном этапе уже можно пришивать рукава. Раскладываем вот таким образом. Это изнаночная сторона. Берем рукава, соответственно, вот это тоже изнаночная сторона. Прикладываем ровно посередине этого шовчика середину рукава. Для удобства можно закрепить в нескольких местах булавками. И начинаем сшивать вот с этого места. И также сделайте себе пометку маркером, с какой петельки здесь по телу свитерочка вы начали пришивать рукав. Например, здесь 15 петля от плечевого шовчика. И на точно такой же петельке по счету здесь с этой стороны от плечевого шва и здесь к низу вы должны будете закончить пришивать рукав с этой стороны. Для того, чтобы у нас от рукава до низа резиночки с одной и с другой стороны было одинаковое количество петель, чтобы нам потом было легко это все сшивать. Здесь на свитере продеваем крючок за обе стеночки петли. На рукаве продеваем крючок в самый уголок, также за 2 петельки, продеваем рабочую нить, делаем закрепительную петлю. Также этот шовчик не стягиваем, вяжем расслабленными петельками. Далее на передней части продеваем за обе дужки, на противоположной части на рукаве смотрите, куда лучше продевать крючок, потому что у нас здесь нет явных видимых петель, но продевайте в одни и те же места. И желательно не за одну какую-либо петельку, а за 2, чтобы у нас здесь не было больших отверстий. И провязываем точно так же соединительные петли. Далее опять в косичку, здесь на рукаве и соединительный столбик. И провязываем так до конца. В конце можно сделать закрепительную петельку, обрезаем, хвостик прячем на изнанке. Пришили рукава, и до того, как мы сейчас будем сшивать по вот этим сторонам, еще раз примерьте на себя, посмотрите, нравится ли вам, как вы пришили рукав, потому что иногда я вижу, как пришивают рукава, мне визуально это, если честно, не очень нравится. Например, рукав по отношению к вот этому полотну свитерочка может быть вот таким, то есть вот здесь вот такое, как будто бицуха, вы как качок будете выглядеть, это не очень красиво. Просто старайтесь вязать расслабленно, опять же, не затягивайте шовчик, чтобы здесь была ровная сторона. Вот здесь, чтобы вот этот краешек вот так как бы не загибался, был вот так ровно. Все, и сейчас будем единым швом, также с изнанки, сшивать вот отсюда от низа, дойдем до подмышки и закончим на манжете. В самом низу свитерочка продеваем за обе стеночки косички, за обе стеночки косички на противоположной стороне. Делаем закрепительную петельку.
Потом вот этот хвостик закрепляем здесь на изнанке и обрезаем. Далее будем вязать таким образом также соединительными столбиками. Тоже этот шов также не стягивайте. Вот следующая косичка. Продеваем крючок за обе стеночки. На противоположной стороне задеваем крючок за дальнюю стеночку косички. И провязываем соединительный столбик. Вытягиваем чуть-чуть. Дальше то же самое за обе стеночки косички. На противоположной стороне за дальнюю стеночку. Соединительный столбик. Все. И таким образом довязываем до подмышки. Вяжем, вяжем. Здесь, когда переходим на рукав, все абсолютно то же самое. Тут у нас тоже, видите, по краям одна косичка, и здесь вторая косичка. Все делаем абсолютно идентично. Здесь за две стороны косички, здесь за одну. И довязываем до манжета. Здесь в самом конце можно привязать последние петельки, как у одной стороны за обе дужки, так и у второй, чтобы здесь не растягивался край. Можно подобраться вот прям максимально близко к краю, чтобы здесь все было закрыто шовчиком. Делаем закрепительную петельку, нить обрезаем и точно так же прячем либо в шовчике, либо завязываем на узелочки и обрезаем. Что касается манжета, он у меня, в принципе, смотрите, не такой уж и свободный, он достаточно хорошо облегает ручку, но я хочу пустить по изнаночной стороне, как я уже сказала ранее, просто вот такую эластичную ниточку, резиночку я сложила в два слоя. И вот берем и продеваем прям рядом с краем, просто змейкой вот в петельки. И вот так до конца. Примеряем на ручку, смотрим, не сильно ли давит резиночка. Если нужно, ослабляйте. И просто завязываем на несколько узелочков и обрезаем. У нас почти все готово, и нам осталось решить что-то с горловиной. Смотрите, я сделала контрольную примерку, посмотреть, все ли меня устраивает. И посмотрите, как классно, на мой взгляд, выглядит свитерочек без горловины. В принципе, если вам нравится, вы можете оставить и так. У нас достаточно ровные здесь края, но чтобы сделать их еще ровнее, более презентабельными, если вы не будете вязать горлышко, просто можно сделать обвязку, например, столбиками без накида или соединительными столбиками. Подсоединяемся в любом месте, можно продеть вот так через две петельки, подсоединяем нить, делаем закрепительную петлю. И тоже точно так же либо сильно вытянутыми петельками, либо маленькими петельками, но вот в каждую петлю по 2 петельки, например, по 2 столбика. Потому что, видите, мы же вязали сильно расслабленно, чтобы у нас горловина вот эта не стягивалась. Ну вот, например, столбики без накида. Например, вот в одну косичку я провязала один столбик без накида, в следующую как бы между косичками пространство также столбик без накида. Либо можно, например, в пространство 2 столбика, в косичку 1, 2, 1. То есть сами посмотрите, зависит от того, насколько вы плотно или не плотно вязали. И таким образом просто сделаем обвязку. Но я все-таки хочу связать горлышко, оно будет очень уместно для этого свитерочка. Смотрите, я хочу связать горло, чтобы оно совпадало с резиночкой на рукавах и по низу свитерочка. Вы можете выбирать абсолютно любую резиночку вот из этого мастер-класса. Я буду вязать резинку также большим крючком, очень свободно. В том случае, когда мы будем вывязывать горлышко, в принципе, вот эту обвязку, которую вам только что показала, можно оставить, закончить обвязать всю горловину и вязать по этим образовавшимся петелькам. Я, в принципе, могу и пропустить этот этап, и буду провязывать вот прям по имеющимся петелькам. Поэтому здесь по горлышку я буду провязывать точно так же соединительными столбиками, как в одну сторону, так и в другую. Смотрите, здесь еще также можно сделать пару вариантов, в зависимости от того, какой вы хотите ворот получить. Например, если вы хотите просто вот прям стойку, да, чтобы она была прямая, такая свободная. В таком случае вы вяжите и не пропускайте много петель, когда вот мы подсоединяемся к полотну свитерочка. И вяжите достаточно расслабленными петлями. К примеру, если вы хотите, чтобы воротничок хорошо прилегал к шее, в таком случае вы вяжите либо просто плотнее, этим же крючком, кстати, можно взять и чуть-чуть крючок поменьше. В таком случае косички будут получаться более плотными, и, соответственно, вязка будет вот таким образом чуть-чуть заужаться. Я, скорее всего, буду вязать просто стоечку, либо самую малость, чтобы она у меня заужалась. Я подсоединяю нить где-нибудь сзади на спинке сбоку, продеваю за обе стеночки косички, продеваю рабочую нить, делаю закрепительную петельку, подтягиваем. Здесь я вяжу расслабленно. Вытягиваем петельки, и я набираю для своего воротничка 11 воздушных петель. Вы набираете такое количество петель, которое вы хотите иметь длину, высоту вот этого вашего воротничка. И провязываем первый ряд, как обычно, за задние перемычки у второй петельки. Вот она, первая петля от крючка, вторая, вот ее перемычка. И провязываю соединительные столбики. Видите, они у меня тоже сильно вытянутые. Когда вытянула петельку, также ее подтягиваю. Первую всегда обязательно отмечаем, чтобы ее не терять, чтобы у нас был ровный край горлышка. Все, и таким образом вяжем до низа.
Подобрались к нижнему краю, то есть мы сейчас будем провязывать все абсолютно то же самое, как я вам показывала в мастер-классе с видами резиночки. Просто здесь вот чуть-чуть поподробнее покажу, как это делала я. Провязали почти до конца, оставили последнюю петельку, в нее, как обычно, продеваем крючок, вытаскиваем нить, оставляем на крючке, также ее вытягиваем посвободнее и провязываем в следующее место, куда вот продеть крючок. Если у вас здесь было провязано столбиком без накида, вам будет удобнее. Ну, в принципе, мне и так все хорошо видно. Продеваю крючок. Можно здесь провязать либо через все 3 петельки на крючке, либо провязать вот таким образом через 2 петельки, как бы соединительный столбик. Далее продеваем крючок, как обычно, в следующее место. Провязываем, можно либо столбик без накида, либо соединительный столбик. Это вообще не принципиально. Вы также можете экспериментировать со своими видами резиночки, придумывать свой какой-то узор. Так что пробуйте, фантазируйте. Далее разворачиваем со второй петельки от крючка, вот первая, вторая. Вяжем весь воротничок также всегда за задние стеночки косички. Провязываем соединительные столбики до верхнего маркера. Здесь в петельку, отмеченную маркером, мы так же, как и на рукавах и по низу свитерочка, точно так же провязываем за обе стеночки косички, чтобы у нас не было горловина сверху сильно растянута. Провязываем соединительный столбик, петля подъема. И тоже здесь разворачивайте в одну и ту же сторону всегда, чтобы у нас здесь краешек горловины был ровный и красивый. Далее со второй петельки от крючка, вот она первая, вторая, за заднюю стеночку опять провязываем соединительные столбики. Первую отмечаем, вяжем до нижнего края. Здесь опять подошли к нижнему краю, провязываем в самую последнюю петельку. Если вы здесь не понимаете, в какую петельку я просовываю крючок, вернитесь к мастер-классу про резинки. Там все намного понятнее. Здесь я просто вам показываю, как я вязала. Вытягиваем петельку, провязываем в следующую свободную петлю на свитерочке. Также продевайте за какие-нибудь 2 петельки, чтобы не за одну, чтобы не было вытянутого места. И, например, я вот протягиваю через 2 петли, как бы вот так, соединительный столбик. Далее еще следующее свободное место, тоже соединительный столбик. Разворачиваю со второй петельки от крючка, вот она первая, вторая, за заднюю стеночку, опять провязываю соединительный столбик. Все, и таким образом провязываем всю горловину. И когда провязали полностью горловину, сейчас сшиваем по шовчику, соединяем 2 края. В принципе, если у вас высокая горловина, тут непонятно, где будет лицевая, где изнаночная сторона, потому что вы можете вот так носить как стоечку, потом можете подворачивать. Соответственно, будет шов виднеться то с одной, то с другой стороны. То есть сшиваем точно так же, как и наши детали. Все предыдущие продеваем здесь за обе стеночки, здесь протягиваем эту петельку, которая у нас осталась от вязания. Протягиваем сюда вперед, делаем закрепительную петельку и точно так же соединительными столбиками здесь за обе стеночки петли, здесь за дальнюю стеночку на противоположной стороне и соединительный столбик. Тоже не затягиваем, вяжем свободно. Ниточку обрезаем, вытаскиваем хвостик, закрепляем на узелочке и обрезаем. Наш свитерок полностью готов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!